Друзья, привет! Я продолжаю рассказывать про агрокультуры в моде Industrial Craft 2. И сегодня я хочу рассказать про базовые культуры, которые мы можем высаживать на жердочках без, соответственно, селекции. А уже в последующих видео я расскажу, соответственно, как из этих базовых культур выводить какие-то новые культуры, которые появляются в этом моде. Так, давайте посмотрим, какие, соответственно, виды агрокультур можно сажать на жердочки и какие для этого есть условия. Я не случайно вот эти культуры разделил на две группы. Первая группа, это значит у нас пшеница, тыква, арбуз, адский нарост, сахарный тростник, картофель и морковь. Они не требуют каких-то специальных условий для того, чтобы посадить их на жердочки. То есть достаточно вот такую вот, соответственно, грядку сделать, да, там водой запитать, например, там 4 на 4, соответственно, по радиусу сделать. Вот, увлажняются, соответственно, они автоматически. Ставим жердочки и можно высаживать наши культуры. Давайте, соответственно, их высадим. Так, и посмотрим. Вот, допустим, как у нас пшеница будет, да, беру, соответственно, семена пшеницы, сажаю. И все, через какое-то время они вырастают. У них там, получается, пшеницы. Сейчас посмотрим. У пшеницы 7 стадий роста, но растет она достаточно быстро все равно. Так, следующее это у нас получается тыква, да. Также ставим жердочки и спокойно сажаем. Никаких особых условий здесь нет. Так, у нее получается у тыквы. Так, у тыквы у нас, соответственно, 4 стадии роста. И растет она обычно достаточно быстро. Так, что касается, значит, арбузов. Давайте их тоже посадим. Тоже никаких особых условий. И в принципе здесь все очень похоже тоже на тыкву. Растет достаточно быстро, всего 4 стадии роста. Никаких особых условий не требует. Так, следующая, соответственно, культура это адский нарост. Тоже легко сажается. Так, и имеет 3 стадии роста. Однако растет он уже достаточно долго. Ну, даже вот обратите внимание, да, вот внизу есть такое поле, называется Growth Points. Да? Если, например, у арбуза их всего 250 единиц, да, единиц, необходимых для роста до одной стадии, то у нароста нижнего мира, соответственно, таких уже 1000. Поэтому он растет немного дольше. Так, следующая культура это тростник сахарный, из которого мы, кстати, в прошлом видео уже получали резиновый тростник. Да? То есть очень такая культура распространенная, быстро растет, имеет, по-моему, да, 3 стадии роста всего, достаточно быстро растет, поэтому с помощью него очень удобно разную селекцию проводить. Кроме того, соответственно, сам тростник используется для того, чтобы вводить резиновый тростник, из которого эффективно получать резину в моде Industrial Craft 2. Так, следующая культура у нас картофель. Сажается тоже легко, соответственно, растет. Так, у него 4 стадии, растет, ну так, по скорости средней, что-то между, соответственно, например, адским наростом и, наверное, тростником. Вот. Единственная проблема бывает часто с картофелем возникает, он становится ядовитым, поэтому его приходится иногда пересаживать. Так, морковка растет достаточно легко, что-то примерно как раз тоже на уровне, наверное. Ну, чуть побыстрее, наверное, чем картофель. У морковки всего 3 стадии. Вот, и выращивать ее на жердочках достаточно легко. Так, вот мы такие базовые рассмотрели, самые простые, которые высаживать и растить достаточно легко и быстро. Следующие культуры базовые у нас немного капризные. Соответственно, для них есть определенные условия для посадки. И у некоторых игроков возникает, собственно, проблема, как их посадить. Почему-то некоторые даже заблуждаются, думают, что их нельзя вырастить на жердочках просто по обычной посадке. На самом деле это не так. Значит, у какао есть определенные требования к, так скажем, к почве. То есть, либо мы в какой-то хорошо увлажненной, да, там, или где-то на болотах должны высаживать, либо можно попробовать посадить, соответственно, под блоком с жердочкой еще 3 блока земли. Тогда, по идее, какао у вас получится высадить. Вот, пожалуйста, я, соответственно, какао на жердочку посадил. Да? 3 блока под грядкой, соответственно, и у меня удалось какао тоже на жердочку высадить. Так, давайте посмотрим. 4 стадии всего. Растет как-то по скорости средней. Что-то, наверное, между адским наростом и тростником. Так, грибы тоже достаточно капризные, вот, но обычно спасает, если мы просто берем
и увлажняем вот эти вот жердочки. То есть смотрите, если возьму грибы, попробую так вот посадить, ничего не происходит, да? Не такие, не красные, не, соответственно, коричневые. Но чтобы их посадить, можно воспользоваться вот такой вот увлажняющей капсулой. То есть они требуют особых условий для увлажнения. Так, давайте попробуем. Здесь увлажним, здесь увлажним. Так, и теперь, соответственно, раз посадил грибы. Вот они такие маленькие, но они есть, да, такие красненькие. И здесь давайте посадим. Тоже вот видно, что коричневые эти. Что касается скорости роста. Так, внутри стадии, мне кажется, они растут достаточно быстро. Вот. Ну, хотя как-то вот рост не очень быстро идет, хотя очков роста не очень много у них. Все, вот такие вот базовые культуры. Сажаем, спокойно выращиваем. И дальше с помощью этих базовых культур мы в следующем видео будем много других новых видов культур в этом моде выводить. Так, и еще я хочу поговорить, соответственно, подробнее про условия для роста. То есть на самом деле вот на вот эти растения на жердочках есть очень много условий, которые влияют на скорость роста их. Значит, давайте рассмотрим. Всего можно вот эти условия разбить на три большие группы. Первая группа – это уровень питательных веществ, вторая группа – уровень влажности и третья – уровень вентиляции. Что касается уровня питательных веществ, здесь три фактора влияют. Во-первых, влияет, естественно, биом. То есть, если это джунгли, грибной и болото, то уровень питательных веществ будет максимальный. Там порядка 2 единиц начисляется баллов. Если что-то типа леса, например, там уже питательный будет меньше. Ну и, соответственно, там какая-нибудь пустыня, например, там вообще будет около нуля. Следующий фактор – это, соответственно, блоки под грядкой. Да? То есть здесь идеальный случай, вот, это когда у нас 3 блока земли. Поэтому рекомендую, если вы делаете такие вот фермы и хотите, чтобы они быстрее, соответственно, выращивали культуры, под блок, соответственно, с грядкой еще делать 3 блока земли, как вот здесь вот я сделал. Тогда вы получаете дополнительные очки, соответственно, питательных веществ. Дальше, соответственно, на уровень питательных, естественно, влияет удобрения, да, вот такие вот. Ну, это уже, соответственно, мы либо сами вручную удобряем, либо мы можем воспользоваться автосадовником, да, как в прошлом видео я показывал. Так, следующая группа, соответственно, это влажность. Опять же, влияет биом. Да? Максимальная влажность у нас будет в речных биомах и в болоте. Вот, соответственно, в других уже влажность будет меньше. Ну и, соответственно, где-нибудь в пустыне, например, там влажность будет минимальна. Следующий фактор, влияющий на влажность, это, соответственно, увлажнение самой грядки. Здесь по умолчанию она так будет, если вы, соответственно, делаете вот такую воду, да, грядки увлажняются. По-другому просто у вас жердочки не получится поставить, потому что на сухих вот этих вот грядок у нас просто жердочки будут отваливаться. И, соответственно, увлажнение самой жердочки, то есть это когда вы берете такой вот капсулой, да, увлажняете, либо с помощью автосадовника это делаете в автоматическом режиме, да, то есть тоже очки влажности добавляются. Так, ну и последняя группа – это уровень вентиляции. То есть лучше всего вентиляция растений происходит на высоте от 124 блоков. То есть чем выше ваша ферма, тем, соответственно, вот этот уровень вентиляции выше. Следующий фактор – это блоки рядом, да, то есть вот, ну, смотрим, соответственно, на жердочку и вот блоки, которые находятся вокруг, вот эти вот 8 блоков. То есть идеальная ситуация для одной культуры – это когда вокруг нету блоков, да, ну, других, соответственно, культур. Ну, нам обычно это, конечно, невыгодно. Ну, если вы хотите какую-то культуру очень быстро вырастить, можете ее отдельно посадить, да, и тогда нарасти будет немного быстрее за счет того, что вентилируется хорошо. Ну и третий фактор – это блоки сверху. То есть идеальная ситуация – это когда у нас открытое небо. Вот. Значит, ну и того, что мы имеем. То есть, если мы хотим добиться максимального условия для роста наших культур, идеальная ситуация – это когда у нас, например, получается болотный биом, да, то есть у нас и по влажности, и по уровню питательных веществ максимально удобно получается. 3 блока земли, вот, соответственно, под нашей грядкой. Еще, соответственно, нам желательно удобрить, да, увлажнить нашу грядку, а также где-нибудь строить ферму на высоте от 124 блоков и, соответственно, под открытым небом. Вот. Такие вот идеальные условия для роста для роста наших культур. Вот. Но на самом деле это как бы актуально скорее для культур, которые растут достаточно долго.
Вот, я вам просто по опыту скажу, что, например, какой-нибудь резиновый тростник, он растет достаточно быстро, и с вот этими условиями можно особо не заморачиваться. То есть можно хоть, не знаю, хоть в пустыне его выращивать, он будет давать достаточно много продукции. То есть легче просто, там, не знаю, больше сделать, скажем, самих ферм, да, там, не одну такую вот грядку, да, а, скажем, 4. Тогда все у вас с продукцией будет хорошо. Но, тем не менее, как бы для справки вот такая вот информация. Так, ну, естественно, на скорость роста еще влияет генетика самих культур, но про гены, про, например, резиновый тростник Бога я вам расскажу уже в следующих видео, поэтому рекомендую, соответственно, поставить лайк под этим видео, подписаться и нажать колокольчик, чтобы новые видео не пропустить. Рекомендуйте видео друзьям, в комментариях пишите свои замечания, жду вас в следующих сериях, пока!